Я приветствую вас. С вами Лика. Желаю вам любви в сердце вокруг вас. Тема нашего расклада сегодня: почему он молчит? А многие сейчас мне стали писать в комментариях, девчата, да, и в личных раскладах у нас часто стал подниматься вопрос о том, что мужчина пропал, не звонит, не пишет, без каких-либо вообще поводов, да, просто исчез. Либо пообещал, но тоже потерялся. И сердце, да, как бы переживает, и мучаетесь мыслями, где он, что он, как. Давайте сегодня пригласим его на разговор и посмотрим, что вообще с ним происходит. У нас будет 5 позиций на оракуле. Ленорман, вишневые, лиловые сумерки. Расшифровку будем делать на таро по каждой позиции. Я напоминаю, что это общий расклад. Слушайте то, что откликается у вас внутри. То есть звоночек такой, да, это про меня. Точнее, о нем в данном случае у нас будет. Все остальное отпускайте, не тяните на себя ненужную энергетику. Почему ты молчишь, да? Первая позиция, кто он? Посмотрим, что за мужчина, чтобы вам понимать ваш ли сегодня расклад. Посмотрим, в каких он энергиях, возможно, сразу карты покажут. Вторая позиция будет его мысли. Что у него вообще в голове происходит, да, о чем он думает. И 3. Третье. Что у него на сердце? Что в сердечной сфере, да, возможно, в личной жизни уже увидим. Посмотрим, заглянем, что там происходит. Четвертое. Проявится ли он вообще, да, в ближайший месяц? Будут ли от него какие-то попытки хотя бы наладить с вами контакт? Его планы насчет вас. И пятая позиция будет совет от высших сил для вас. Так, вот сюда уберем, чтобы нам было лучше видно. Что ж, давайте смотреть, какой мужчина к нам пришел. По ключу, вы знаете, мужчина, который умеет хранить тайны, секреты. И сам он, вот, мужчина, не открывается во многом людям. То есть можно общаться с ним годами, да, и многого не знать о его жизни, особенно о личной жизни. То есть человек привык защищать свои тайны, свои секреты. Возможно, сыграло прошлое, да, что, как большинство у всех людей, это стоит рассказать о чем-то, кто-то может повернуть это против тебя. В общем, человек научился себя защищать, свои чувства, свои мысли. Попасть к нему, в его окружение, чтобы он начал кому-то доверять, нелегко, скажу так. По характеру также эта карта говорит о том, что человек умеет копить. Вот если какая-то цель поставлена, он накопит денег, ну, добьется этой цели при возможности, да. По этой карте еще могу сказать, что живет он, у него есть свое жилье. «Моя дом, моя крепость» тоже сюда же относится, к границам, да, его жизни. Возможно, досталось ему по наследству дом или квартира. Не маленькая, скажу, не дом, не квартира. Достаточно большая недвижимость. Также человек любит комфорт и уют. Для него это очень важно в жизни. Возможно, недавно он кого-то потерял. В прямом смысле этого слова мог потерять кого-то из близких. И
ему это очень давалось тяжело. Причем, скажу так, что и у человека был долгий период вот нищеты. Возможно, не мог, ну, нищеты в каком плане, да, не мог найти работу. Финансово могли быть долги, какие-то проблемы, обязательства, которые ему пришлось разруливать. Может быть, это коснулось наследства, которое он получил. Возможно, я говорю, что сейчас он выровнялся после очень тяжелого периода в жизни. Я говорю, это могло коснуться и потери рядом близкого, в прямом смысле, да, что ушел из физического мира человек, развод, расставание с женщиной. Но также, я говорю, это могло сыграть и в материальном плане, отразиться на его финансах. Человек прошел достаточно много, но скажу так, что он светлый и добрый человек. Несмотря на то, что он закрывается в своей жизни, ну, не пускает в свою жизнь многих, он всегда открыт, вот психологически может помочь, да, поддержать человека. Вот от него свет прям идет, с ним всегда рядом тепло и уютно. От него нет вот этой колкости, он никогда не осудит, не начнет принижать человека, да, потому что, говорю, во-первых, он сам прошел боль и потери, страдания. Ну, я говорю, у него был тяжелый период жизни, и он не потерял свой свет. Он, наоборот, как-то даже пересмотрел, знаете, подход к людям, что он знает, что такое, когда плохо, когда больно, когда тяжело. Когда ты один, когда нужно многое преодолеть, и для этого нужны силы и ресурсы. Внутри и вообще внешне, да. И он, как сказать, перекроил это в хорошее качество своей души и черты характера. Потому что многие могли озлобиться, понимаете, в такой вот его ситуации в жизни, которая с ним была. Во-первых, он многое мог узнать вообще в жизни, да, то, что как бы его могло просто подкосить. Это могло касаться, говорю, и его семьи, и женщины, с которой он рядом был. Но это все в прошлом осталось. И сейчас человек прям расцветает. Он на пути к тому, чтобы принимать и дарить, понимаете? То есть так же, как по характеру могу сказать, что человек вот, ну, позитивно. Вот если он в компании находится, с ним всегда весело, всегда хорошо. Если к нему придете за какой-то помощью, он поможет. Ну, опять же, осознанно, потому что опыт уже есть. Но вот знаете, как лучик вот такой света. Бывает, к нему придет, да, допустим, тот же друг или знакомый, у него все плохо. Вот он с ним поговорит, ему вот прям станет очень-очень легко на душе и на сердце. Человек легкий. Он прям притягивает к себе. Давайте посмотрим на Таро. Про него еще. Тут и энергия вышла, в каких он сейчас, и черты характера рассвечивают. Давайте посмотрим. Ну да, как я вам и сказала, что, во-первых, человек очень любит все новое в своей жизни, да. Вот радуется все, что к нему сейчас приходит. Новые знакомства, новая сфера в жизни. Вот он очень легок на подъем. Он стал, вот говорю, что-то с ним такое вот произошло, что он после этого, вместо того, чтобы упасть, хотя, я говорю, возможно, в его окружении рассчитывали на то, что он сломается, но он не сломался, он окреп. Он, наоборот, повернул это в правильное русло. И он посмотрел на эту жизнь под другим углом. Вы знаете, как живем здесь и сейчас, и надо радоваться всему. Я говорю, душа компании человек. Хоть он, говорю, многого о себе может не рассказывать, но людям это не важно. Главное, что он отдает столько много всего, что люди прямо рядом с ним становятся счастливыми. Ну, вот, характер, что могу сказать? Любит проводить время на природе. Человек любит путешествовать, любит просто даже ходить в парк. Он, возможно, очень часто встречается с друзьями, да, где-то. Вот природа – это его. Вот если где-то он появляется, все с ног на голову переворачивается в хорошем смысле этого слова. Где-то тупик, вот на работе, допустим, да, он как инициатор, он решает вопросы мгновенно. У него так работает ум, что он видит все под другим углом, более креативно, более решительно.
И он всегда, вот говорю, даже на работе предлагает такие нестандартные варианты решения вопросов, за что его очень ценят. Ну, сфера, скажу, что, возможно, программист, возможно, может быть дизайнер. Вот где-то в этой сфере он работает. Прям идет вот так. И скажу, что он всегда помогает людям. Он решает, возможно, говорю, да, создает какие-то программы или что-то вот в сфере творчества. Возможно и так. Но он находит те решения, да, которые помогают людям. От него многое зависит в сфере его работы. На него рассчитывают. Вообще мужчина идет яркий, он симпатичный очень. То есть у него такая, знаете, харизматичность и сексуальность как-то вот в равновесии. Изюминка особенно. Он, возможно, не такой там красавец, да, прямо, что, ну, у каждого свой вкус. Но любая женщина, кто его видит, что-то его цепляет. Что-то ее цепляет в нем, точнее. То есть вот есть мужчины такой, вот от него взгляд вроде отвести хочется, а вот что-то в нем есть притягательное. Вот он вот такого, понимаете, образа мужчина. Скажу, что также и из одежды, да, то есть есть, которые любят классику, этот мужчина более любит ну, джинсы, рубашку, редко одевает, джинсы, футболку, кроссовки, кеды. Ну вот, тайн в нем очень много. Очень много скрытого того, что он, говорю, никому не показывает. Вот сейчас просто вышли даже 3 карты, они друг друга, ну, это 2 старших аркана и 4 пентаклей, они прям очень сильно показывают его скрытость. Никто не знает, что у него в личной жизни происходит. Даже близкие друзья. Это не всегда они знают. Он очень скрывает от них информацию. Тайн очень много в нем. Прошлого он его не забыл, но и ворошить не желает. То есть, вот скажу так. Также этот человек привык доверять только себе. Вот у него мысль, что если он кого-то допустит в свой мир, его опять предадут, его могут подставить, обмануть и так далее. Либо он боится потерь, поэтому не пускает в свою жизнь людей. Возможно, увлекается эзотерикой. Вот люди, которые, да, связаны по Верховной Жрице и Луне, есть люди, вот они прямо идут в эзотерику, ищут ответы не в внешнем мире, внутри себя, находят какие-то, знаете, вот книги, подкасты, интересует вот что-то больше мистическое. Может, и фильмы такие же смотрит, то есть. Но он, я говорю, он настолько боится сейчас вот ту жизнь потерять, которую он выстроил, что он туда никого не хочет пускать по 4 пентаклей. Ну и закрывается заодно. Очень жестко закрывается. То есть люди на него смотрят в окружении, считают, что он такой общительный, открытый, весельчак, понимаете? Но это не так. Его душу, по большому счету, вообще никто не знает. И, скорее всего, он не открывается только потому, что он считает, что его никто не поймет. Мужчина часто находится в дороге. Ну вот, мужчина вышел на этом, в принципе, сейчас. Часто в дороге, часто в разъездах находится. Я говорю, работа может связана с тем, что, возможно, что, я говорю, он работает в творческой сфере, возможно, программист, дизайнер, и ездит очень часто по каким-то конференциям, там, встречам, знакомствам новым, да, там, расширяя свои горизонты. Но, возможно, он путешествует, очень часто путешествует. И ему нравится именно быть в путешествии одному. Здесь, да, уже конкретно видно сфера, что, во-первых, человек, ну, как я вам про недвижимость вначале сказала, но помимо этого человек сам хорошо зарабатывает, у него хороший уже фундамент. Есть накопление, есть на будущее планы. Многое он уже построил, уже создал. Вот поэтому он в этот мир не хочет никого пускать, потому что он надеется только на себя. Также у этого мужчины, знаете, вот характер спокойный, но я говорю, так как он кладезь того, что никто не знает, то есть тайн в нем много, с первого взгляда он может показаться очень прям, ну, как принц на белом коне, таких нет, но это не так. У него очень богатая душа, да, богатый мир внутренний, но и много своих скелетов, с которыми надо быть осторожней. Ну,
говорю, мужчина мудрый уже не по годам, достиг достаточно к своему возрасту уже многого. Я говорю, где-то помогли родители, скорее всего, либо родственники. То есть начальный этап у него жизни начинался в этот мир, так сказать, совершенствование себя именно с помощью родственников. Но он умеет многое. И человек привык решать свои вопросы сам, конкретно сам. То есть, если есть возможность, ручку я сам прикручу. Руки у него тоже из нормального места, как говорится. Если это работа, то он, я говорю, занимает должность, что люди от него зависят, от его проектов, от его решений. И к нему идут, у него есть авторитет. Но в личной жизни это человек так-то очень надежный. Король Пентаклей – это именно человек для отношений. Но будем дальше смотреть, что у него вообще на сердце, в голове. Но с ним хорошо. Я говорю, он по Солнцу, да, и по Королю Пентаклей, это человек, с которым очень комфортно. И еще плюс, я говорю, не забудьте, что я говорю, у него есть такая притягательная энергия, мужская вот именно энергия, с которым будешь как вот чувствовать себя, как за каменной стеной. Ну, если узнали мужчину, про которого идет речь, значит, расклад ваш. Что у него в голове? Давайте посмотрим его мысли. Да, во-первых, я говорю, он отпустил прошлое, потому что в прошлом было очень много боли. То есть он его не то что отпустил, он его помнит, но все, как отрезал, понимаете? Пришло время, он решил, что нужно двигаться дальше. То есть, что хорошо, могу сразу сказать, в мыслях у него есть движение вперед. В прямом плане он путешествует. Возможно, вот, говорю, может, уже вам могу сказать, что он уехал в какую-то поездку, где ему нужно побыть одному. Мысль о том, чтобы написать и сообщить, у него есть. Но, возможно, ему нужно сейчас решить что-то важное для него, касающееся его рабочей сферы, либо личной жизни, ну, в смысле, его самой жизни, не женщины, сейчас имею в виду. С бумагами, с документами, я говорю, возможно, нужно куда-то было поехать, где что-то нужно подписывать, решать. Это может коснуться его семьи. Опять же, если взять то, что он кого-то потерял, я говорю, это могут быть документы и по наследству, и потому что здесь коса, и это могло тоже быть, что кто-то из его окружения ушел. Возможно, ему пришлось ехать куда-то, в дальнюю поездку. И он об этом сейчас очень много думает. Ну и также он, говорю, думает о начале нового какого-то пути. Что-то произошло сейчас в его жизни, то, что поменяло вектор. У него здесь-то все стабильно, но вот тут у него сейчас в голове мысли меняются. Меняются планы на жизнь, понимаете? Произошло, я говорю, то, вот потеря, произошла потеря. Потеря его это очень-очень скосила. Но я говорю, так как он закрывается, никто об этом мог сильно не знать. Он мог выглядеть так, что все хорошо. Ну, как бы, в смысле, он перенес это все намного лучше, чем на самом деле было. И говорю, сейчас он преодолел. Вот то, что с ним сейчас произошло, он преодолел. Ему фортуна, сейчас сама судьба дала какие-то карты в руки, которые меняют, говорю, его жизнь. Вот после этого события, потери, развода, возможно, я говорю, то есть два вектора однозначно. Это либо он, говорю, кого-то потерял из близких, прям из физического мира, либо, говорю, это вот, ну, развод. Возможно, говорю, и развод, и вместе, и то, что потерял. И такое может быть. То есть человек мог уйти, и что-то произошло с ним, несчастный случай или еще что-то. То есть я стараюсь такие вещи не затрагивать, потому что у каждого, говорю, тот, кто понял уже примерно, он понял, про что идет речь. Про что идет речь, да? Здесь его сломило. Но он, говорю, прямо сейчас имеет карт-бланш от самой судьбы. Да, ему было и страшно, и вообще он не знал вообще, что как дальше будет. Но сейчас его колоссально жизнь меняется. И у него в голове только сейчас одно. Как решить эти все навалившиеся вопросы. Но энергии у него очень много. Я говорю, поездка у него сейчас в другое место. Возможно, в другой город, даже в другую страну. Он выверил перед тем, как все это сделать и поехать туда. И плюс еще хочу сказать, что
Это не 1 месяц у него заняло. Поэтому, скорее всего, я говорю, он пропал. Он не мог вам об этом сказать по натуре, что он такой человек сейчас, понимаете? Он закрывается и в лично не подпускает. Может быть, он говорил, что у него какие-то дела будут, но вы восприняли так, что он будет с вами постоянно на связи. Но он сейчас находится в таком положении, что ему сейчас не до кого. Да. Вот его счастье, вы его зацепили, вы его наполнили, вы его обрадовали своим появлением в жизни. Но сейчас ему, то, что у него перед ним сейчас стоит, решение задачи, которая касается напрямую, может быть, его жизни, его вообще существования дальше в этом месте, где он находится, я говорю, сейчас не могу сказать, но это очень серьезно для него. Он очень переживает, но он понимает, что сейчас это на весах намного важнее. Потому что будущее от этого зависит, понимаете? В голове, я говорю, у него очень много сейчас мыслей о том, где он находится. То есть, либо он уже уехал, либо он в поездке. Только в поездку собирается. Ну, на сердце у него, я говорю, вот именно... Это касается его семьи. У него возникла серьезная, вообще очень серьезная проблема, которую, если он не решит, не решит никто. Только он может решить эту проблему. И я говорю, здесь вообще эта карта в прямом смысле, карта наследства. Также эта карта говорит и о семейном, то есть о семейной какой-то ситуации. И у него сейчас, говорю, только даже на сердце одна мысль, когда так можно выразиться, как решить этот вопрос. И он ищет выход. Поэтому ему сейчас вообще не до отношений. У него переломный момент в жизни идет. Его прям ведут, это ему придется, понимаете, 3 старших аркана вышло. Он и хотел бы открыться, но сейчас он, говорю, он находится вот здесь по звезде, я хочу сказать, что он уже уехал. Он находится вообще даже не в вашем городе, я вам так скажу. Этот человек просто, так сказать, сорвался и поехал. Он вымерил это все, но уже нужно было ехать. Переломный момент судьбы, который решит многое на его будущее. Я не знаю, пока не вижу, почему он вам решил не сообщить. Мы сейчас посмотрим, что он к вам вообще испытывает. Потому что, я говорю, человек занят. Он не хочет никого пускать сейчас в свои... Смотрите, опять 7 вышла. Он не хочет никого пускать в свой мир. Да, ему с вами... Что на сердце он у вас хранит? Ему с вами хорошо, вы его наполняете, и ему очень с вами комфортно, уютно. И стабильность есть, и как бы он готов бы влаживаться, да, в начальную вот в эти вот, после встречи вы его зацепили. А почему пропал? Я говорю, он полностью погрузился только в свои проблемы. Он считает, что сейчас он, во-первых, он вам ничего не сможет дать. Для серьезных каких-то отношений, а вы рассчитываете, я вижу, как на серьезные отношения, в основном сейчас все девочки спрашивают, да, и он не готов, потому что на него навалилось очень много. И поделиться он с вами не готов, потому что вы не заняли еще в его жизни настолько, будем откровенны, настолько места, чтобы он мог с вами обсуждать эти вопросы. Желание увидеться у него есть, потому что, говорю, вы в его жизнь пришли как вот, та сфера, которую он так долго ждал, уравновешивания в этой сфере, в личной сфере. Как видите, как бы это не женщины касается. Но он не готов. Он думает, я сделаю, я решу оттуда уже, потому что, я говорю, возможно, идет так, что у него там многое решится, и он, может быть, не сможет. Вот как я сказала, он не уверен, что, притянув вас к себе, создав с вами какие-то отношения, он вас потом, как бы не подведет. Вот так. Он боится сейчас проиграть. Поставив, как говорится, ставку на то, что я и с ней буду, и буду решать свои вопросы, поеду туда, буду там разбираться, и в итоге там повернется что-то не так, я говорю, это очень сильно касается его будущего. И вы здесь просто возненавидите его.
но его уже к вам тянет, но он не готов вас погружать в это во все. И не, ну, то, что я сказала, что вы не занимаете такое место, я говорю, скорее всего, у вас еще не так все серьезно. Потому что по картам я понимаю, что вы вместе как такового еще не были. То есть романа серьезного еще нет, серьезных отношений. Только-только все стало завязываться. Поэтому у вас столько много вопросов. Но я говорю, человек очень закрытый, тайн у него много, скелетов много. Он не может на вас это все вывалить просто, потому что боится вас испугнуть и в то же время не уверен, что может вам рассказать. Может быть, дальше ничего не будет, а я уже там себе нафантазирую, ее подведу, себя подведу. Вы есть в его сердце. Он в вас видит женщину, которая умеет любить, которая может любить чувственное, доброе, нежное, ласковое, да, с которой бы он с удовольствием создал свой быт, да, свою жизнь по 4 жезлов. Женщина, которая создала у него праздник в личной жизни. Но он не готов. Он не может этим пожертвовать, понимаете? Тем, что сейчас с ним происходит. Давайте посмотрим, проявится ли он, да? Ну, скажу так, что он, во-первых, прилетит обратно. Это уже хорошо. Приедет, прилетит. Он в этой поездке откроет очень многое. Вот там, как у него сейчас все закончится, решится, он проявится. Почему? Потому что вот нежданно-негаданно, скажу так, но карты открыли то, что этот человек ваша судьба. Вот так вот бывает. Сейчас он не видит, а потом увидит. Это хорошие карты. Карты, во-первых, к вам, аист, сердце, и звезды здесь именно предназначение. Он прям как почувствует, что нужно вернуться либо за вами, либо к вам. Да, 10 пентаклей. Возвращение, да, ну то есть именно построение к вам идет. Семьи с вами. То есть предназначение того, что вы его судьба. По 10 пентаклей это... Во-первых, он разрулит все, сразу могу сказать. Там, что касалось его семьи, все остальное. Может быть, говорю, еще такое идет, что он готовит какую-то почву для своего будущего. Вот сейчас я еще могу сказать, потому что здесь звезды вышли. Там звезда была для будущего своего нового. Это, возможно, в другом городе, в другой стране даже. Там, где есть его родственники. Там, где решалось что-то очень серьезное, касающееся с теми, кого он потерял. Там все наладится. Возможно, он переживал, что вас не примут. Потому что, я говорю, судя по первым картам, у него люди, родители, родственники аристократических таких направленностей, я скажу. И вот он это все решит. По его характеру это, в принципе, спокойно возможно. Стабильность, про которую я говорила. Вот это вот быт, праздник, счастье. Это вы. И планы дальнейшие по судьбе будет уже строить с вами. А это и семья, и создание, говорю, всего, что касается семьи. То есть планирование детей, да, если у кого-то нету. Здесь вообще прям замечательные карты. Ну вот я говорю, вот этот страх, который в нем насчет будущего, он прямо четко увидит дорогу, четко увидит путь. Ему сейчас просто, говорю, нужно будет побыть одному. Решить вот эти вопросы, решить. Решить то, что тянется за ним, вот эти вот скелеты прошлого, то, что в прошлое произошло, то, что нужно поставить точку там по бумагам, по документам, душевно, может, умственно, то есть принять осознанное решение. И говорю, он его примет, он вернется. И вам он откроется. Вот вернется и вот как бы попробует с чистого листа заново все вам объяснить и уже более серьезно преподнести вам ваши отношения. И желание будет, вот если бы это вот так карта вышла, я бы вам сказала, что он закрылся наоборот. Здесь у него будет желание вам подарить свое сердце и открыться навсегда к тому человеку, с которым до конца он захочет идти. То есть и довести вообще он здесь все до конца захочет. Он понимает, что он поступил с вами неправильно. Но я говорю, я не знаю вообще, как объяснить, да, что у человека настолько просто все серьезно, что он при всем своем желании сейчас не может вырваться. У него голова и сердце забито сейчас
проблемами навалившимися, которые только он может решить. И не только он, да, это понимает, от него это ждут. И это для него важно. Я говорю, это касается его будущего и вашего будущего, кстати, тоже. По тузу Пентакли, я говорю, он откроет вам свое сердце. Для вас это будет... Вообще многое вы узнаете, то, что для вас повернется этот человек вообще другим ракурсом. Он стойко решит, что вы должны знать правду. Давайте спросим все-таки совет. Помните, я говорила про судьбу? Когда судьба решает, да, что-то, она выводит, не знаю, смотрите мои расклады, да, я там часто говорю о том, что если судьба решила, то она будет выталкивать человека до последнего, чтобы он свернул на тот путь, на который который он должен пройти. И вот здесь совет. Во-первых, это, как я вам там сказала, это ваша судьба. Как бы сейчас что ни происходило, во-первых, сразу говорю, вокруг вас много сейчас сплетников появилось. Ну, не так, что много, да, но есть люди, которые вы прям, вот вы им рассказываете, кстати, про него, и я вам скажу, что зря. Людям некоторым, которые возле вас находятся, доверять нельзя. И скажу так, этот человек появился в вашей судьбе в то время, когда нужно было появиться. Вы, возможно, уже думали, что ваша судьба к вам неблагосклонна. То есть, ну, либо мужчины не те были, вы еле-еле выгребли после союза с ним, да, там, с бывшим, втянуло вас в болото элементарно. Но это не так. Вот сейчас у вас судьба идет та, которую вы должны идти. Вы там уроки проходили. Но в болоте вы были в капитальном, скажу. И сейчас у вас еще из прошлого много людей, ну, 2-3 человека точно есть в окружении, которые до сих пор вас тянут в это болото, до сих пор вам говорят, как надо жить. И если вы рассказываете им об этом мужчине, поверьте мне, они вам говорят, вот, что это не твое, тебе надо вон того Васю, который из соседнего двора, вот он тебе подойдет. Ты о нем ничего не знаешь и так далее. Еще вас накручивают больше, понимаете? Ну и плюс ваш предыдущий опыт. А совет ваш сейчас – довериться судьбе. Вас сейчас высшие силы именно возвращают на вашу дорогу. Этот крест вот здесь именно, в этой колоде, это именно судьба. Судьба, которая заканчивает тяжелую судьбу. Ну, то есть крест, точнее, который заканчивает тяжелую судьбу. Высшие силы. Высшие силы вас ведут сейчас, чтобы вы были с человеком, с которым должна создаться ваша судьба, настоящая ваша судьба. Опыт и все эти моменты, которые мы проходим, говорю, иногда приходят для того, чтобы вот в один момент мы пришли к своему счастью, пришли к тому, что мы поняли, для чего мы столько прожили плохого, да, и для чего мы вообще шли. Вот тот самый день, что мы готовы. И вот вы готовы для того, чтобы этот мужчина был с вами рядом. Его привели в вашу судьбу, чтобы вы жили достойно. Вот не как там, а вы знаете, про что я говорю, а именно уверенной женщиной. Женщиной, понимаете, не той, которой, говорю, пользуется, которая, когда домохозяйка только и для каких-то утех, там, да, удовлетворения, а именно, которую любят, ценят и уважают. Королева Пентаклей – это женщина, которая имеет свой статус. Но всему свое время было. И сейчас это время ваше приходит. Все сейчас выровняется. Во-первых, он вернется к вам, я говорю, совет такой, дождитесь. Дайте время реализоваться вашей мечте. Она уже реализовывается. И скоро в планах вас прямо счастливит все, что с вами будет происходить. Но я говорю, хочу сказать так. У вас сейчас очень много потенциала и желания внутри его найти, позвонить. Не трогайте его сейчас. Я говорю, сейчас даже если вы попытаетесь вообще какие-то, не знаю, там, как-то вызвать его, да, на разговор, но ничему хорошему это не приведет. Он должен сам к вам прийти. И он придет к вам, потому что вы по судьбе друг к другу идете. Просто этот мужчина сейчас, говорю, занят своими очень серьезными делами. Ни другой женщины там нет,
не запил он там или забыл и так далее. Нет, этот человек уехал и решает серьезные семейные вопросы. А по поводу всех его личных отношений и вообще в жизни, все у него в прошлом. Сейчас он занят только тем, что он должен помочь себе и тем, кто рядом с ним. Я не могу настолько погрузиться, потому что, говорю, это общий расклад, и узнать, что там на самом деле, да, происходит. Но общая картина вам ясна. Исполнение вашей мечты не за горами. Но и манипулировать сейчас судьбой не нужно. Или иначе, говорю, опять можно сбить ракурс. Дайте возможность сейчас развернуться всему, как должно пройти. Ну вот так сегодня говорят карты. Расклад этот глубокий. Я понимаю, что информации очень много. Постарайтесь, я говорю, взять только то, что вам откликается. С вами была Рика. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что пишете, за то, что вы рядом. До скорой встречи.